Закон об особом статусе Донбасса был принят в 2014 году. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, а также представитель мониторинговой миссии ОБСЕ Мартин Сайдик призывают Верховную Раду Украины продлить действие этого закона. Но разберемся во всем в деталях. Принятие закона об особом статусе Донбасса, а также децентрализация власти являются частью обязательств Украины, взятых Киевом при подписании Минских соглашений. Итак, в законе об особом статусе фактически указан алгоритм мирного разрешения конфликта на Донбассе. Это документ, который Украина приняла, чтобы исполнить Минские соглашения. Что должно произойти и что гарантирует этот закон? После того, как все незаконные вооруженные формирования, боевики и наемники уходят с территории Украины, начинается процесс подготовки неподконтрольных территорий к внеочередным местным выборам по украинскому законодательству. Для этого в Донецк и в Луганск возвращаются украинские средства массовой информации, а переселенцам предоставляется право голосовать в местах, откуда они были вынуждены уехать. Кабмин выделяет деньги на внеочередные выборы в уже вернувшихся районах, то есть в Донецке и в Луганске. При этом государство гарантирует амнистию для тех, кто не совершал тяжких преступлений в соответствии с законом о недопущении уголовного преследования, привлечения к уголовной административной ответственности и наказанию лиц участников событий на территории Донецкой и Луганской областей. Государство гарантирует право граждан на использование русского языка и другого любого языка в быту и общественной жизни, судопроизводстве, экономике и культуре. Следующий пункт – это выборы на территории проходят в соответствии с украинским законодательством и всеми международными нормами. Вводится особый порядок назначения руководителей органов прокуратуры и судов, который предусматривает участие новоизбранных органов местного самоуправления в решении этих вопросов. Новым органам местного самоуправления ОРДЛО предоставляется право и возможность по желанию заключать договоры по экономическому, социальному, культурному развитию отдельных районов. Государство оказывает поддержку в социально-экономическом развитии отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а именно вводится особый экономический и инвестиционный режим, начинается восстановление инфраструктуры и жилого фонда. На эти нужды из госбюджета выделяется финансирование, и государство гарантирует, что урезать его объем нельзя. В отдельных районах Донецкой и Луганской области по решению новоизбранных сельских, поселковых и городских советов для охраны общественного порядка создаются отряды народной милиции. Органы исполнительной власти способствуют развитию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей трансграничного сотрудничества с административно-территориальными единицами. Этот закон был принят на 3 года, но его статьи вступают в силу только после вывода незаконных вооруженных формирований с территории Украины и местных выборов. И здесь очень важна последовательность. В Минских соглашениях не указано, в какой последовательности должны выполняться эти пункты. Что должно произойти первым, вывод незаконных вооруженных формирований или, например, выборы в Донецке и в Луганске. В законе Украины об особом статусе Донбасса последовательность четко определена. После принятия этого закона в 2014 году планировалось внести соответствующие изменения в Конституцию Украины в части децентрализации. Но изменения так и не были приняты до сих пор. Почему Рада может не проголосовать за продление этого закона? Потому что закон затрагивает вопросы, которые неоднозначно воспринимаются разными политическими силами в стране. Голосования в Раде за изменения, которые касаются особого статуса Донбасса, уже неоднократно сопровождались столкновениями. Как я вспоминал, в августе 2015 года под Радой бросили боевую гранату и погибли 4 военных Нацгвардии, а в октябре 2017 года в Раде взорвали дымовую шашку. Но как возможность введения особого статуса Донбасса воспринимают жители Украины? Кальмиусская группа распространила свежие данные социологического опроса. 48% украинцев считают идею с предоставлением оккупированным территориям особого статуса автономии неприемлемой. И ровно столько же называют этот вариант приемлемым. Но что интересно, 58% рассматривают предоставление неподконтрольным территориям особого статуса как первый шаг к полной реинтеграции. В то же время популярна идея о временном ограничении полномочий этих районов. Ее поддерживают почти
73% опрошенных. Видно, что у людей нет четкого представления, как это должно быть. Они хотят только мира и рассматривают разные способы его достижения. Что еще важно, 91% украинцев считают недопустимым вхождение неподконтрольных территорий в состав Российской Федерации. Выходит, что люди видят Донбасс своим регионом и готовы к возвращению Донецка и Луганска.